Приветствую всех! В эфире Геротанк, и это второй ролик по игре Deus Ex Mankind Divided. Если в первом ролике я показывал боевую составляющую этой игры, то в этом хочу показать, так сказать, социальную часть, то есть связанную с взаимодействием с NPC, с общением, с выведыванием информации, с вариантами развития этих диалогов и квестов. Ну и, как по мне, очень хорошо для этих целей подходит квест The Last Harvest, последняя жатва. Этот квест появляется, когда мы в третий раз приходим в Прагу, вот в этот хаб пражский. Там после возвращения со второй боевой вылазки. Вот первая была в тот Утулик комплекс, в котором происходило действие прошлого моего ролика. Тут мы в еще один комплекс слетали. И сейчас вернулись, и в Праге тут комендантский час, на улицах полиция. Всех, кого на улицах поймали, те там арестовываются, в клетки запихиваются. В общем, да, и вот в этой обстановке нам приходится шастать по городу, то есть мы тут враги для полиции. Та еще атмосфера для выполнения социальных квестов, но тем интереснее. А социальный квест начинается с того, что с нами на связь выходит свидетельница убийства, которое мы расследовали в квесте The Harvester. Вот он тут где-то. Вот. В квесте The Harvester. Наша соседка, кстати, по жилому комплексу. Да, этот квест был, когда мы во второй раз были в Праге. Там мы, по сути, он заключался в том, чтобы снять обвинение и отвести подозрения от двух людей, которые теоретически могли убить журналистку аргументированную, но в итоге доказывают, что они это не могли сделать. Контакты свидетельницы, соседки у нас остаются, точнее, контакты Джетсона остаются у нее, и вот она нам звонит и говорит, что убийца вроде как за ней уже у ее квартиры, и, в общем, надо спасать. Бежим спасать. Как бежим? Тут, опять же, у станции метро, понятное дело, блокпост, который надо обойти. Можно, конечно, всех перебить, в принципе, но полиция, все-таки полиция. К тому же за убийство полицейских не дают экспириенса. То есть так. Как-то проще уже стелсом. Понятно, что... Ай-яй-яй. Убегать. Нет. Нет меня тут, нет у меня. Отстань от меня. Вроде убежали. Так, бежим все такие. Да, вот ее квартира, и видим полицейского, который расследовал то убийство журналистки, с которой мы опять же общались в прошлом квесте.
My Interpol friend, it's dangerous for you to be out in the street tonight. What are you doing here? We're supposed to ask you the same thing. Oh, the killer is still out there. More victims have turned up. All of them odds, all harvested. Just like Angela Gunn. So it's the same person doing all this. We still have no idea who that is. I'm not sure where all this is going, but I've been looking at old case notes, and it's uncanny. Marek Svobotka, the old harvester, is supposed to be dead. Yet this killer seems to little habits that will never make public. I even called the cemetery just to make sure Slobodka's still dead. And He's dead. Ну, опять же, развитие разговора. Можно сразу перейти к делу. Можно пойти в еще отдельную ветку. It's still my case, isn't it? And it's still open. I was hoping that maybe Daria suddenly remembered something. And what about you? You know very well that your Interpol ID doesn't mean shit tonight. Hell, I should be arresting you right now. Да, можно его заподозрить, можно на него надавить, можно ему довериться. Ну, давайте заподозрим. Daria said she was in trouble. She was convinced that the killer had come after her. Or if I knew something outside her door. What strange is it? Right, because I'm the killer. You need to get some sleep, my friend. You're not thinking straight. How'd you know she was in trouble? I had a hunch. You know, any other cop would arrest you for breaking curfew right now. Or worse. Lucky for you, I'm not any other cop. Go, check on your little friend. I'll take a look around the building. Just try not to get caught. I won't. Да, итак, поговорили с полицейским, ну и остаемся один на один с запертой квартирой. Ну, в принципе, я в той квартире уже был, когда облазивал окрестности еще с самого начала игры. Ну вот сейчас тут закрыто, надо взламывать. Access granted. Взломали. Так, картина, конечно, удручающая. Погром. Ну, что-то лежит. Ну, на самом деле, много чего лежит, если воспользоваться аугментацией. Рентгеновское зрение плюс поиск предметов, то тут вот белым подсвечены активные предметы, ну, в частности, сломанное правое очко, лужа крови. Ну, тут много чего есть, кстати. Ну, допустим, мы были невнимательны, или ленивые, или у нас нету этого апгрейда. Ну и написанный кровью номер. Ну, в общем, надо идти по кровавому следу. Бедную девушку, очевидно, затащили в вентиляцию, повозили по крыше, сюда сбросили.
Ага, затащили в канализацию. Удобно. Ого. От нее, по идее, мало что осталось. При таких-то этих. И попадаем в ранее недоступный район канализации. Лезем по трубе. Да, ну тут стоит записаться. Принять батарейку. Это всякие еще трофеи несбытые, ну пусть ли будут уже. Oh, thank God. I knew you'd find me. We must hurry before he comes back. Before who comes back? The man who killed Angela Gunn? Yes. He knows you're after him. He wants you to come. So where is he? He's everywhere. Can you not feel his presence? Are you not scared? Why did he bring you here? What does he want? He's using me to get to you. He thinks that by removing your augmentations he can make you whole again. Quickly, come closer. Help me to get out and then deal with him. Please, I beg you. I need to know where he is first. How long ago did he leave here? Which way did he go? You've got to be joking. We don't have time for all these questions. If he knows I spoke to you, he will kill me. Please, my ankle. Come closer. You must help me escape. Ну, понятно, тут уже можно догадаться, что что-то не так, как казалось сначала. I don't see what the hurry is. You're safe where you are for now. I need to deal with the killer first. A little late to back away now, isn't it? You would sidestep salvation so close to the gate? I don't think so. Admit it. All this time you ignored the facts because deep down you wanted to be saved. I came here to help you. You're the one who needs help. Don't you understand that? I can make you human again. I have to make you human again. It's not too late. You need not die, machine. Да, и тут оказывается, что... I should be right on top. И тут оказывается, что это целая арена для испытания. Ага. Харвестер нейтрализован. Электромагнитные пули. Усыпили мы ее. А чем это мы ее усыпили? А как это у нас получилось? Я даже такого не ожидал, признаться. Вообще-то, ну, поскольку она аугментированная по самое не могу, то... Да. То вот электромагнитные пули, они нужны, чтобы сбить, ну, вот этот заряд батареек, ну, а потом, сделав ее как бы уязвимой, потому что так у него титановая броня, ну, среди аугментаций, то есть вот, в общем-то, вот такая, вот это, да. Ну, потом еще у нее
что там, Икарус Дэш она умеет делать. То есть, ну, серьезный соперник, в принципе. Но мы ее забороли. Да, ну и теперь выходим. Ну, там можно все еще все обыскать, все облазить, это все поразминировать. Кстати, за это тоже дают экспу. Но нам сейчас важно не это. Итак, мы разобрались с Харвестером. It all makes sense now. Lingering by the crime scene, creeping around Daria's apartment. I should have seen it sooner. This isn't what you think, Monte. You killed her because she figured out who you really are. Daria's unconscious. She'll be fine. Your real problem is going to be figuring out what to do with her when she wakes up. I made the mistake of letting you in on this case, of giving you access to her. No more lies. Are you going to confess to what you are or not? Да, вот можно воспользоваться нашим социальным агментом, системой Кейси. Ну, те, кто играл в Human Revolution, знают, о чем речь. То есть, ну, единственное, что по сравнению с Human Revolution, еще тут добавлена возможность, как бы, по ходу разговора вставлять, ну, как-то вот реплики, соответствующие ситуации. Вот очень похоже на то, что было в Mass Effect 2, где вот можно было успеть там, допустим, с кем-то разговаривать, и вдруг появляется, что нажмите правую кнопку, чтобы поступить как Парагон, или нажмите левую, чтобы поступить как... Кто там был? Ну, наоборот. Я уже забыл даже, как назывался тут. Как бы... Ренегат. Да, Парагон и Ренегат. Ну, вот тут что-то похожее. Ну, давайте пробуем воздействовать на собеседника. Нажмем кнопку Z. You're jumping to conclusions again, Monte. You need to believe what I'm telling you about Daria. And you need to let me leave here so we can both continue looking for the answers we need. Turn that shit off. I've been a cop for 35 years. You don't think I can spot someone trying to pull that social augmentation crap on me? I swear to God, another false move like that and I will shoot you. Не сработало. Ну, бывает, да, для разнообразия хотя бы когда-нибудь должно не срабатывать. Ну, тут можно так, ну, это откровенная ложь, нас распустят. Давайте взывать к разуму. Daria lured me here. She wanted to save my soul by removing my augmentations. Just like she saved Angela Gunn and God knows how many others. Daria Mishka? All this time pretending to be a dead serial killer? Nah, bullshit. I know it's not easy to believe, but it does start to explain some things. Daria didn't just happen to see Angela's murder. She was there because she killed her. And she wanted me to get involved because she was already targeting her next on. Daria wanted you involved because she didn't like cops and because she was scared. Apparently, she had every reason to be. I'm starting to think you might be involved in all of this. You could have been Daria's accomplice all along. You've got to be joking. I'm not the suspect here. I'm just following my gut feeling, Monte. How is it you keep happening to be in the right place at the right time? How did you know to come down here? I followed the evidence. The same evidence that led you to Daria's apartment at the exact same time she called me? The same evidence that made you so hell-bent on arresting Johnny Gunn and getting me tangled up in your little case? You have no idea what you're talking about. Either you've gone mad or you're just trying to confuse me, to keep me from seeing you for what you really are. I made a mistake. You see how easy it is? I think we're both getting paranoid. One of us is, but don't worry. We'll have plenty of time to clarify everything after I arrest you.
This is as big a break in a case as you can get. You may not have all the pieces, but at least now you know what the final picture looks like. We need to work backwards. We examine the evidence in light of Daria being the killer. In order to do that, I would have to take your word on what happened here. I would have to trust you. Under the circumstances, I'm not sure that's possible. Ну, понятно, тут по итогам диалога с Монтагом либо драться придется, ну, либо все-таки его уболтать, чтобы он нам поверил. Ну, давайте You уболтаем, trusted чтобы me поверил. before. You may have been wrong about Johnny, but you were right about me. You were right to want to check up on Daria, and you were right to follow the evidence into the sewer. I'd say your instincts are pretty damn good most of the time. Maybe it was naive, but I really did believe that you were who you said you were. I believed your reasons for getting involved, that you just wanted to get a killer off the street. But I can't just ignore everything I see here. I'm not asking you to ignore anything. I'm asking you to trust your gut. Do you really think I came down here to kill Daria? You think I killed Angela Gunn or any of the other Harvester victims? Honestly, I think you did everything you could to keep me honest during this case. You kept me from accusing an innocent man. My gut tells me that you are measured. You do not kill in cold blood for no reason. You should probably go. I'll handle it from here. Вот, уболтали. И, в общем-то, квест закрыт. Квест закрыт. Экспо за него получено. Но, что меня насторожило, когда я это проходил, это то, что, ну, когда вот первый раз закончил, прошел, то обратил внимание, что я не получил ачивмент за прохождение этого квеста. Тут, в общем-то, с каждым вот таким квестом связан секретный ачивмент, который надо получить, чтобы, то есть, ну, в смысле, который выдается по завершении квеста. Вот. Ну, правда, как правило, чтобы этот ачивмент получить, надо не просто этот квест вот пройти, а надо его пройти правильно. То есть со всеми тонкостями разобравшись. Ну, тут явно этого не произошло. Ну, собственно, ачивмент-то и сейчас и не мог открыться, я его уже открыл. Но вот в этой ситуации ачивмента не было. Поэтому давайте загрузим этот Quick Save перед заходом на ринг, так сказать, и вернемся, посмотрим, ничего ли мы не упустили в квартире. Так, ну тут по дороге, ну это журнал, это газета, это ничего не дает. Но тут как лежало, так и лежит. Да, автомат пока спрячем. Так, давайте осматривать квартиру. Значит, мы тут взяли душка для очков лежала. Ну, давайте зайдем сюда. Байрак, ага. То есть такой вот половик из медвежьей шкуры с волокнами, похожими на те, которые нашлись на месте того убийства. Дневник.
Бодка. А того маньяка звали Слободка. Ага, ну вот что-то такое, да? Понимаем, что тут что-то оно нечисто. Так, ошейник для кошки с надписью Starlight. Ну, можно посмотреть в телескоп. Телескоп, кстати, смотрит на мою входную дверь. Тоже наводит на определенные мысли, но как-то не раскрывается. Что еще есть интересного? Так. Книжка. Advanced Neurological Treatments. Это пока выключим. Книга о психологических расстройствах с авторством Николаса Сирпы. Со всякими вырезками как раз про этого маньяка Харвестера. Salvation through Torture, Police Deny Copycat. Local Penitentiary wins lucrative Taiyang Medical Contract. Ага, вот уже Taiyang Medical начал фигурировать. Так, что еще? Электронная книжка. По следам Харвестера Анджелы Ган. Ну, Анджела Ган — это та журналистка, которую убили. Тоже интересно. Так, иголки для подкожных инъекций. Использованные убийцей. Что еще? Нет, это просто вино. Ну, вроде как все на первый взгляд. Но только на первый взгляд. Еще есть компьютер. И вот компьютер, особенно если вы, как и я, обшарили все закоулки и все повзламывали, до чего смогли дотянуться еще в первый день, ну, в первое попадание в Прагу, то вот очень легко пропустить, что надо еще почитать компьютер и найти тут непрочитанное письмо. Вот это тут всегда было с самого начала. Вот тут появилось новое непрочитанное письмо от этого самого доктора Сирпы, который говорит, что я вот в давний дистрикт, тут в аптеке, у меня есть все необходимое для того, чтобы тебе помочь. Вот. И появляется опциональный пункт в квесте. Пойти к тому доктору. Пойти к тому доктору. Вот. Прежде чем что-то еще делать, надо проконсультироваться с этим парнем. Ну, идемте проконсультируемся с парнем. Ну, с чуваком, точнее, как тут. Гай это скорее, ну, этот парень. Ну, да, можно перевести. Так, Монтак нас ждет. Так, это нам опять на станцию метро, только в обратном направлении. То есть нас там немного кто-то краешком глаза
увидел, но не успел рассмотреть. Ну, вообще, конечно, можно сказать, что все такие паузы, ну, все такие периоды, когда нас рассматривают, ну, как-то, ну, странно, если вы что-то увидели странное, то сразу должны насторожиться, а то там, ну, мелькнуло что-то, кто-то лез, ну, такое. Может, нереалистично, ну, жизнь облегчает. Так, и, значит, ну, в принципе, как бы вот эта станция метро ближе, даже если вот поставить сейчас вот эту цель, да, нам рекомендуют туда. Ну, там не очень хороший выход с метро, а тут уже зачищенный. Да, поэтому мы сюда пойдем. Да, ну тут метро не ходит, комендантский час, поэтому, как в песне про «От меня сбежала последняя электричка», Дженсен топает по шпалам. Да, вот собрать эти сценки, наложить их на ту песню. Вот, получится интересный видеоклип, наверное. Так. Ну, тут со всеми полицейскими я разобрался, поэтому нам тут никто не мешает. Тут в аптеку попасть достаточно легко. Тут тоже... Ой, кто там? Что это было? Какой-то робот там. Так, вот это аптека, вот это доктор. Ну, кстати, что характерно, вот тут полицейские, которые там охраняли блокпост. Как только их этот врач не заметил. То есть его ж тут не было, когда я вот этот блокпост зачищал. Ну, тоже интересный вариант. We have no business together. Это ты ошибаешься. What are you doing here? It's after curfew. It's dangerous. Serial killers are dangerous. Curfews are just inconvenient. I beg your pardon? Daria Mishka, ring a bell. I'm sorry, but I'm not at liberty to divulge anyone's personal information. I don't have much time, so you need to start talking fast. Daria is in grave danger. That's if she's even still alive. If there's something I need to know about her. Trust me, there's no hurry. The further men like you stay away from Daria, the better it is for everyone. You should forget it. Why men like me? Look, I know about the email you sent her. I know you performed some kind of surgery. Why was it so important for Daria to meet you here? I used to know Daria. She was a patient of mine. Your patient? You mean here at the drugstore? No, of course not. Before that, when I used to work for Taiyong Medical, big tech corporation. You know it? Enough to know I don't like where this is going. I headed a project, the cutting edge of neural science and cellular memory replacement. We dealt with people suffering from severe social disorders. We were making people better by making them better people. A company like Taiyong running experiments to make better people. What could possibly go wrong? I'll tell you what went wrong. The incident happened. Your kind lost sympathy with the world, and my kind lost funding for their projects. The whole thing was shut down, and it became very difficult to adequately follow up with patients. Patients like Daria. What happened? What the hell did you do to her? We were trying to help people. Imagine what it would mean if we succeeded. Anxiety, gone. Apathy, gone.
Depression gone. Diversity gone, spontaneity gone, individuality gone. But you probably left that part out of your sales pitch. Daria is responsible for what Daria does. The only reason Tai Young forced me to get involved is because so much is at stake for them. Big brand name to protect. I've met their lawyers, men whose briefcases are filled with broken teeth. You must understand. I've been very patient so far. Too patient. That's about to change unless you start getting into details. What are you not telling me? Look, I haven't had anything to do with this for years. Tai Young Medical contacted me and told me it was my responsibility because Daria was my patient. They implied that if Daria's story ever came to light, I would take all the blame. So you're in this out of the goodness of your heart. What else? My job was to address people's deficiencies by integrating donor personality packages. That meant we needed lots of confident volunteers to donate time to our project. As you can imagine, people weren't exactly lining up to have a scrape inside their heads. So Tai Young had to diversify. Once again, I'm not sure I like where this is going. Tai Young Medical cut a deal with various penitentiaries. Prisoners who took part in our programs, they got granted little perks, bigger cells, running water. The prisons, they benefited from facility upgrades. It was a win-win. You implanted the personality traits of prisoners into the mentally unstable? Smart. Let me take a wild guess. Daria's donor was Marek Slobotka, better known as the Harvester. Donor number 698843. All I saw, all I was given was a series of test scores that showed a perfect match. Everything she was missing, he had. Nothing else mattered at the time. Ну, вот это поворот, что называется. Your test subject's been murdering people all over Prague. Maybe you'll be next. What? She didn't actually mention me, did she? Is that all you care about? Your own skin? It's not all I care about, but it's a very high priority. Then let's put it this way. She's not the only one you need to be scared of right now. All right. Look, we obviously want the same thing here. Daria has a neural chip installed just above the hairline. She won't let you get anywhere near it. So if you're serious about putting an end to this, you'll have to, What, kill her? That would be my preference, yes. Or I suppose you could just incapacitate her, but then you run the risk of having her wake up. Not a risk I would take personally. Да, ну вот. Есть ли другой способ? There must be another way. Something that doesn't involve attacking her. I wish I could help you. Unless you're willing to meet violence with violence, Daria's not a victim. Chip or no chip, she is behind this, and she will try to attack you no matter what you do. I don't think Daria's as responsible as you make her out to be. Taking her out and removing the chip is great for you. Gets rid of any evidence that might link her actions to your bungled experiment. But there's no way it's my only option. And there's no way Tai Young Medical would develop sensitive technology like this without some kind of failsafe. I know you're holding something back. Like what? A weakness, an override. Something that allows me to talk to her without the influence of whatever it is you install. Well, there is an override phrase. Daria has been programmed to react to it with specific subconscious impulses that are designed to trigger a shutdown of the chip. Why wouldn't you tell me that in the first place? Because I knew you would overestimate what it would do. You're a fool if you think you can just walk up to a killer and say a magic word. It won't undo what she's become. The decision to act on Slobodka's memories, to repeat them, that was all Daria.
Simply shutting down the chip at this point will not be sufficient. That's for me to decide. What's the override phrase? Ad hominem 2026. But I warn you, do not turn your back on her. And do not underestimate her responsibility in all of this. We all have terrible nightmares. We all have visions of sick and terrible things we could do. But we don't all act on them. You must be careful around her. Окей. You must find a way to deal with Daria. It is dangerous to be out in the street tonight. А я уже понял. It's dangerous to be out in the street. Ну, в общем, поворот сюжета достойный высокобюджетного триллера. Ой. Ну, теперь можно возвращаться туда, уже подготовленными. Ну вот, без Кейси такие квесты еще и толком даже не пройдешь. То есть реально повороты зависят от прокачки персонажа. Ну, тоже характеристика хорошей ролевой игры, где прокачка играет роль. И выбор развития персонажа очень важен. И выбор скиллов. Ждем, когда этот полицейский в экзоскелете продолжит патрулирование. Дождались. Там еще с той стороны ходит робот. Что-то надо, наверное, там другим путем ходить. Еще за один заборчик прятаться. Вот. И идем сюда. Записываемся на всякий случай. Oh, thank God. I knew you'd find me. We must hurry before he comes back. Before who comes back? The man who killed Angela Gunn? Yes. He knows you're after him. He wants you to come. You can drop the act, Daria. I know what's going on here. I know there's no one else out there. I ran into an old friend of yours. Did Cipro mean anything to you? You mean Dr. Cipro? Where did you dig him up? He's worried about you. He's worried about himself. He's worried about Taiyong Medical. They're willing to kill to cover things up, to preserve their precious image. Their reasons are savage compared to mine. I don't believe this is who you are. Something changed in you after Cipro's surgery. Made you do things you would never have done otherwise, for reasons that aren't your own.
But it's not too late. Don't be so naive. I am who I've always been. Sipra's surgery, all it did was give me access to another man's technique, his courage to follow through. I can still help you. Ну да, вот. Апси Томан 3029, Аборигин 2426. Ну да, если невнимательно слушать, что там говорили, то, конечно, тут еще и напутать можно, но, к счастью, я Ad помню. hominem 2026. What did you do? Is that how machines pray? Listen to me. The neural chip that Dr. Sipper installed in you is in the process of shutting down. Try to focus. This version of you that's been hurting people, I don't believe that was really you. Then you don't know me very well. Why? Why should this change anything? The procedure gave me access to memory banks that weren't my own. The choice to draw on those memories was mine alone. You can't take them from me. The shutdown process may take some time. There may be lingering effects. That doesn't mean it's too late to help you. You really believe that, don't you? All right. Prove it. Approach me. Come. Closer. Save me from all those horrible things Dr. Sipra did. There's nothing to be scared of, right? Surely whatever trace of the harvester was inside me is gone now that you've said the magic words. Ну и опять же, отдельный пункт для использования Кейси. Отдельный пункт вот был использовать кодовое слово, который был бы недоступен, если бы мы из того доктора не вытащили эту кодовую фразу. То есть тут дерево вот этих вариантов, оно на самом деле приличное, что положительно характеризует проработку игры. Ну You давайте obviously need more help используем. than I can offer. But that doesn't mean it's not out there. Whatever power the neural chip had over you should be diminishing now. You should be able to fight whatever urges Sloboda's memories inspired in you. I don't need help. You do. You Alpha. need to be saved. All Beta, dogs need to be Omega. saved. Slobodka inspired me to. Альфа, I can make you Omega. human again. I have to make you human Omega. again to atone for what I am. омега-3, альфа-2, бета-1. Омега-1. То есть омега-3, альфа-2. То есть получается лучше для омеги. This notion you got that augmented people need saving, that there's something less than human. Look, I didn't know her, but I guarantee you Angela Gunn was a human being. Her humanity was defined by her ideas, her passions, the causes she believed in. It had nothing to do with whether or not she was augmented. Slobodka never saw them as individuals. To him, they were victims of an age that terrified him. Mirror images of the monster he'd become. He believed the entire race was under attack, that mechanization would keep our souls from migrating. How does that sound like to you when you say it? Migration of the soul, victims of an age? I'm not talking abstract concepts here. I'm talking about people. Slobodka never saw his victims as human beings because it would have made it impossible to do what he did. He was sick. He was scared. Whatever he was no savior. You're right. The more he killed, the easier it became. That is why he had to repeat the actions, ritualize them. It was a way of justifying his beliefs. You
kill one man, their memory is like an anvil. If you kill 7, you quickly forget the first. It all starts to seem inevitable. Surely it must be obvious to you by now. The Daria you came here to save no longer exists. She hasn't for a long time. All that remains now is his drive, his legacy, his cause. Так, тут что-то было больше на Альфу. На Альфу. Differentiate his cause. Humanize. Виктима. Не, бета плохо. Наверное, альфа лучше. Ну, давай попробуем. His cause, not yours. I don't know the extent to which you're responsible for your actions, whether you chose to be like him or whether it was completely out of your control. But you are different. If you can recognize that, maybe you can start distinguishing his motives from your own. Let's say that I can feel his presence receding. After all this time, maybe I can finally recover the person I was before she pressed procedure. That doesn't undo what I've done. How can I possibly be allowed to walk out of here? It's not for me to judge you. I want smarter people than me to look into this neural procedure you underwent. Dig into Sipra and Ty Young. So you're offering me a fair trial? I'm not offering anything. But if there's any hope of moving on here, not killing anyone else is a good start. Society has every right to judge you, and it also has a right to hear all about Sipra and Ty Young Medical. I'm not an expert on extenuating circumstances, but I'd say you have an interesting case. You were right before about the override process taking time. I can feel him receding. Memories of memories no longer crashing against me like they did. Let me prove it to you. Come closer. I want at least one person to know that I'm no longer what I was. Alright, Daria, we need to get you out of here for real now. This needs to end. The version of me who did those things to Angela, I cannot even imagine it being me, even though I know it was. Whatever happens now, whatever the authorities decide, I hope you believe me. What's going on here? What the hell am I interrupting? Detective Montag, Daria's got a story to tell you. How you react may have something to do with your thoughts on experimental neural therapies and big medical conglomerates. I don't understand. Where is the harvester? I want to turn myself in. One of you really needs to start explaining. I want to confess to the killings of Angela Gunn, Misha Voracek, Pavel Klima, and Leon Wolf. I also need to tell you about the neural procedure I underwent. It involves Ty Young Medical and a man named Dr. Nicholas Sipra. I hope you'll listen. You can handle this from here. Just listen carefully to what she has to say. All right, Daria. I think you should start at the beginning. 2 years ago, I signed up for a program sponsored by Ty Young Medical. They said they could help people to become better versions of themselves. It all feels so long ago now. Another lifetime. I suggest you remember everything you possibly can about this procedure you underwent. Who was involved, when it happened. I'm not that person anymore. I swear to you. Take your time. For now, nothing's going to happen until I get the full story. Turning myself in is for the best. I know that now. It's like trying to remember another version of myself. I can recall the actions, but the impulses that led to them, they feel so foreign. Вот. Ну вот в этот момент
Yeah, thought as much. Вот в этот момент, ну, открывается ачивмент вот на этот квест. Ну, точнее, в момент окончания разговора. Ну, так еще тут достаточно есть пространство для исследования. Мины, опять же, заложенные тут, которые вон можно так разрядить. Можно разрядить медленным к ним приближением. Ну, фактически это вот босс такой промежуточный, соответственно, драка с боссом, в отличие от Human Revolution, тут уже вот действительно разработчики подошли, чтобы сделать боссов похожими на босса The Missing Link, да, то есть когда у вас есть альтернатива, то есть не просто, что вот только можно убить босса, расстреляв, а как-то, ну, оглушить тоже подходит, или там, ну, как в этом случае, уболтать. Ну, вот в Human Revolution Director's Cut там даже уровни с боссами доработали, что там, если вы хакер, то можно там хакнуть турели, чтобы они этого босса убили. Там Баррета, например, или ну, всех других там. Ну, тут вот такой более проработанный путь, проработанный вариант. И, ну, как мне кажется, это, ну, лишнее подтверждение тому, что это действительно РПГ, и это действительно игра, предоставляющая очень высокую степень свободы игрокам, свободу выбора, отыгрыша. Ну, в общем, пожалуй, это все, что я хотел показать. Ну, думаю, вы согласитесь, что вот как бы сам по себе уже такой сюжет достоин, или, ну, если не отдельной игры, то какой-то, не знаю, там, отдельного фильма, отдельной серии какого-то детективного сериала. Тут это вот органичная часть игрового мира, и сюжета, и как вплетена эта Young Medical, и все остальное. Ну, надеюсь, вам было интересно. Так что думаю, ну, как будут еще какие-то эпизоды, которые произвели на меня впечатление. Вот этот эпизод очень впечатлил. Ну, будут следующие серии. Ну а пока. Счастливо. До новых встреч.